В июле 1918 года исследовательская экспедиция, состоящая из ведущих ученых мира, совершила шокирующее открытие в Антарктиде. Под многометровым слоем льда, в одном из самых удаленных уголков планеты, они наткнулись на нечто, что не укладывалось в рамки обычной научной парадигмы. Это открытие стало началом долгого пути к разгадке тайн, которые могут угрожать всему человечеству. Ледники Антарктиды, покрывающие территорию размером с континент, таят в себе не только воду. Внутри них заключены миллионы лет истории, сохранившие останки древних организмов, которые поразили ученых своим разнообразием и адаптивными способностями. Эти организмы, некоторые из которых считались вымершими, внезапно вновь обрели жизнь, и это событие вызвало бурные споры в научном сообществе. Как такое возможно? Какой механизм позволил этим существам пережить в условиях ледяной пустыни? В ходе дальнейших раскопок исследователи обнаружили замороженные колонии микроорганизмов, которые оказывались способными к фотосинтезу даже при минимальной доступной световой энергии. Ученые начали задаваться вопросами о том, насколько эти организмы могут быть опасны и какую роль они играли в экосистемах, существовавших миллионы лет назад. Ответы на эти вопросы могли бы привести к революционным открытиям, однако также могли бы обернуться угрозой для существующей жизни на Земле. Тем временем в антарктических льдах начали проявляться другие аномалии. Специалисты зафиксировали загадочные звуки и колебания, идущие из глубин ледников. Эти звуки не поддавались объяснению, и вскоре стало очевидно, что под толстым слоем льда скрываются не только древние организмы, но и, возможно, нечто более угрожающее. Ученые начали подозревать, что на глубине под ледниками находятся тайные лаборатории, когда-то созданные для экспериментов с генетикой и синтетической биологией. С каждым новым открытием исследователи все больше осознавали, что их работа может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Ледники, когда-то казавшиеся мертвыми, начали оживать, а с ними и их секреты. Ученые начали интегрировать данные о климатических изменениях, признав, что глобальное потепление может ускорить процесс таяния льдов и высвобождения скрытых опасностей. Наблюдая за быстрыми изменениями природы, команда исследователей пришла к выводу, что им необходимо действовать быстро. Вопрос об угрозе, которую представляют эти древние организмы и возможные лаборатории, стал центральным. В то время как ледники продолжали таять, время на изучение оставшихся тайн уходит, как вода сквозь пальцы. Результаты их работы могут определять не только будущее Антарктиды, но и всей планеты. Внезапно один из исследователей, доктор Игорь Петров, наткнулся на странный обломок, который выглядел как фрагмент металлической конструкции. Он был покрыт толстым слоем льда, но форма и структура явно выдавали что-то необычное. Подойдя ближе, Петров заметил, что металл имеет странный, почти неприметный блеск. С трудом освободив обломок от льда, он встал в недоумении, осознавая, что это не похоже на ничего из того, что использовалось в современном мире. Команда начала изучение находки и вскоре пришла к выводу, что это может быть частью неведомой технологии, возможно, созданной до нашей эры. Обсуждения о происхождении предмета зашли слишком далеко, от древних цивилизаций до внеземных источников. Мнения расходились, но каждая версия требовала дальнейших исследований. Фотографии находки быстро разошлись по научным кругам, привлекая внимание сторонников теории заговора и любителей мистики. В это время научная группа начала собирать данные о других необычных находках в этом районе. Вслед за металлическим обломком были обнаружены образцы кожи древних существ, которые, как предполагали ученые, могли быть предками современных млекопитающих. Лаборатория, расположенная на базовом лагере, работала круглосуточно. Внутри нее ученые не могли оторваться от анализа, и вскоре стало ясно, что образцы кожи обладали уникальными свойствами, сохранившимися благодаря низким температурам. Некоторые из них демонстрировали признаки необычной устойчивости к бактериям и вирусам, что вызывало новую волну вопросов о потенциальных медицинских и биологических применениях. Параллельно с физическими находками в лаборатории начали наблюдаться странные явления. Оборудование, на удивление, часто выходило из строя, а некоторые приборы фиксировали резкие колебания температуры. Научные работники начали делиться слухами о том, что в ледяных глубинах скрыто нечто большее, чем просто замороженные артефакты. Это стало причиной нарастающего беспокойства среди команды. Однажды, когда исследователи работали над образцами, в воздухе раздался резкий треск. Лед, находившийся над их головами, начал потрескиваться, и все замерли.
Через несколько мгновений обрушилась небольшая лавина, которая открыла вид на подземное озеро. Вода, сине-зеленого цвета, переливалась под яркими лампами, и в ней могли быть видны странные формы жизни. Это стало невероятным прорывом. Команда решила спуститься к озеру, чтобы продолжить исследование. На поверхности воды были видны неведомые организмы, которые плавали, словно ожившие ископаемые. Ученые были в восторге и страхе одновременно. Что, если это ответ на вопросы о древних цивилизациях или, хуже того, о том, как эти организмы могут повлиять на новую жизнь на Земле? Каждая находка открывала новые перспективы, но и новые опасности. В то время как ледяные просторы продолжали хранить свои тайны, каждая новая деталь приближала человечество к разгадке, полную рисков и потрясений. С каждым днем исследование подземного озера становилось все более напряженным. Ученые активно отбирали образцы воды и организмов для анализа. Первые тесты показали, что древние существа обладали уникальными свойствами, не встречавшимися ни у одного известного вида. Если вам интересно, какую тайну скрывает Антарктида и не пугает перспектива встретиться с древними организмами, подписывайтесь на наш канал. А если хотите поддержать наше исследование и помочь нам не замерзнуть в этих ледяных просторах, не забудьте заглянуть в описание, там есть ссылка для доната. Ваш вклад может помочь нам разгадать загадки, которые лучше не оставлять подо льдом. Некоторые из них демонстрировали способность к быстрой регенерации, а другие излучали ранее неизвестные формы энергии. Доктор Игорь Петров, отвечающий за анализ образцов, заметил в воде компоненты, способные ускорять рост клеток. Это открытие могло привести к прорывам в медицине, но радость ученых быстро омрачилась. Внезапно один из биологов, Анна Соколова, почувствовала себя плохо. Ее состояние стремительно ухудшилось, и вскоре она упала в обморок. Остальные ученые в панике бросились к ней. Экстренные меры по спасению не сработали. В результате анализа в организме Анны были обнаружены следы организмов, найденных в озере. Это вызвало ужас среди членов команды. Если один из них заразился, то что будет с остальными? Принятые меры предосторожности оказались недостаточными для предотвращения распространения возможного патогена. Тем временем исследователи заметили изменения в уровне воды в озере. Лед, окружающий озеро, стал таять быстрее, чем ожидалось. Это создало риск обрушения ледяной крыши, под которой скрывались их находки. Команда начала активно обсуждать, стоит ли продолжать исследование или немедленно покинуть опасный район. Между членами команды возникли расколы. Некоторые ученые, вдохновленные возможностью великих открытий, настаивали на продолжении работы. Другие, включая доктора Петрова, предупреждали о необходимости приоритета безопасности. Напряжение нарастало, и вскоре вопрос о продолжении исследований стал актуальным. В тот же вечер, когда команда готовилась к голосованию, пришло неожиданное сообщение от международной группы ученых, работающих в соседнем районе. Они также обнаружили аналогичные организмы, но в этом случае существа проявили агрессивное поведение, атакуя оборудование и даже людей. Это сообщение вызвало панику среди ученых, и многие начали задумываться о возможной угрозе для человечества. На фоне этих тревожных новостей произошло еще одно происшествие. Научное оборудование внезапно вышло из строя, отключив связь с внешним миром. Резкое снижение температуры в помещении заставило всех осознать, что ледники вновь начали проявлять свою мощь. Исследователи оказались заперты в ледяном аду, и теперь их судьба зависела не только от научных находок, но и от способности выживать. Каждый выбор стал вопросом выживания, а тайны, которые они пытались раскрыть, становились все более опасными. Ночной холод окутывал базовый лагерь, когда команда собралась в главном помещении, чтобы обсудить дальнейшие действия. Напряжение росло. После исчезновения связи и сообщений о агрессивных организмах каждый понимал, что ситуация обострилась. Вдруг один из исследователей, Константин Фролов, выдвинул шокирующую гипотезу. А что, если под нами находятся не просто организмы, а целая тайная лаборатория, которая проводила эксперименты с этими существами? Эта мысль вызвала бурю реакции. Некоторые поддержали его, указывая на странности, связанные с находками. Другие, включая доктора Петрова, считали это безумством. Однако вскоре аргументы Фролова стали выглядеть более убедительными. Ученые вспомнили о металлическом обломке, найденном ранее, и о том, что ледяные структуры вокруг озера начали таять. Внезапно в воздухе пронесся звук, похожий на треск, и лед снова содрогнулся под их ногами. Решение отправиться на исследование подземного озера было единогласным. Взяв с собой оборудование и фонари,
команда пробиралась по ледяным туннелям, которые вели дальше вглубь земли. Проходы были узкими и опасными, но с каждым шагом они чувствовали, что приближаются к чему-то важному. Ледяные стены искрились в свете их фонарей, отражая угрожающее спокойствие окружающей среды. Наконец они наткнулись на большую дверь, сделанную из того же загадочного металла, что и обломок. Петров и Фролов начали осматривать дверь, когда заметили, что на ней есть странные символы, которые они не могли расшифровать. Внезапно из-за двери послышался шорох, и ее края начали туго обжимать лед. Это заставило группу отступить в страхе, но любопытство пересилило. Открытие двери стало кульминацией их усилий. Секреты, которые она скрывала, оказались потрясающими. Внутри находилась огромная лаборатория, полностью заброшенная, но все еще сохранившая следы научной деятельности. На столах были разбросаны образцы тканей, пробирки с жидкостями и записи о проведенных экспериментах. Ученые обнаружили, что здесь на самом деле проводились исследования по генной модификации древних организмов, а также попытки создать новые формы жизни. Внезапно один из компьютеров, все еще подключенный к источнику питания, ожил. На экране высветилась информация об экспериментах, которые могли изменить представление о живых организмах. В записях говорилось о проекте Возрождения, который нацеливался на использование генов древних существ для создания устойчивых к болезням организмов. Команда осознавала, что в их руках мощное оружие, но также и потенциальная угроза. В этот момент на лагерь обрушилась новая проблема. Внутри лаборатории раздался громкий треск, и лед, поддерживающий конструкцию, начал трещать. Команда поняла, что время на исходе. Ледяные структуры начали обрушиваться, и им срочно нужно было покинуть опасное место. Группа в панике рванулась к выходу, но в этом хаосе некоторые из ученых остались позади, пытаясь собрать как можно больше данных. Выбор, которого они никогда не хотели бы делать, стал вопросом жизни и смерти. Тем временем таинственные организмы, обнаруженные ранее, начали проявлять свое агрессивное поведение. Из озера начали подниматься мутировавшие создания, которые явно были результатом экспериментов из лаборатории. Это стало финальным аккордом в их исследовании. Теперь ученые не только боролись за свои жизни, но и сталкивались с последствиями того, что могли разбудить из ледяного сна. Команда, пробираясь через обрушивающийся лед, отчаянно искала выход из лаборатории. Каждый треск, раздававшийся вокруг, подсказывал, что времени остается все меньше. Внезапно их внимание привлекло странное свечение, исходящее из одной из соседних комнат. Петров, несмотря на угрожающую обстановку, направился к источнику света, надеясь, что там может быть что-то полезное. Внутри комнаты они обнаружили огромный контейнер, окруженный сложной системой охлаждения. На его поверхности виднелись знакомые символы, которые они ранее видели на двери лаборатории. Подойдя ближе, команда увидела, что контейнер запечатан, и на нем были указаны инструкции по безопасному обращению. Понимание того, что в контейнере находилось, вызвало шок. Внутри были замороженные образцы организмов, которые были частью проекта Возрождения. Петров и его коллеги осознали, что эти образцы могут содержать гены древних существ, которые они могли бы использовать для исследований. Тем не менее, время поджимало. Лед продолжал осыпаться, и команда понимала, что любой момент может стать последним. Внезапно снаружи послышался пронзительный визг. Это были мутировавшие организмы, которые начали атаковать лагерь. Мощные создания, раскрывшие свои челюсти, с неистовством рвались к людям, которые еще оставались на поверхности. Команда была в ужасе. Эти существа, которые, казалось, были лишь результатом экспериментов, стали реальной угрозой. В этот критический момент Фролов, оставаясь на связи с остальными, предложил использовать образцы из контейнера, чтобы попытаться найти способ остановить мутантов. Если бы они смогли извлечь гены и создать противоядие, это могло бы спасти их. Однако это требовало времени, которого у них не было. Петров, не раздумывая, направился к контейнеру и попытался взломать систему. Успехом обернулась его решимость. Контейнер открылся, и из него вырвался холодный пар. Каждый член команды, понимая, что у них есть шанс, ринулся к контейнеру, чтобы собрать образцы. Однако вскоре они поняли, что не все организмы, находившиеся внутри, были мертвы. Из контейнера вырвались живые существа, которые, подобно мутантам, начали атаковать группу. Понимание того, что они разбудили новое зло, заполнило всех страхом. Внезапное нападение заставило их разбежаться по лабиринту коридоров. Крики и звуки борьбы заполнили пространство. Команда, пытаясь избегать опасности, потеряла ориентиры и друг друга. Каждый шаг становился все более опасным. Внезапно Петров оказался один, и его охватил ужас от осознания, что он потерял коллег. Он понимал, что они могли стать следующими жертвами экспериментальных организмов.
Находясь в изоляции, Петров вскоре наткнулся на старую лабораторию, полную данных и записей о проекте Возрождения. Изучая материалы, он узнал, что эти организмы были созданы с целью изучения возможности адаптации к экстремальным условиям, но также с намерением испытать их на человеке. Это открытие шокировало его. Они не просто исследовали организмы, а создавали оружие, способное уничтожить человечество. В это время снаружи продолжалась борьба. Огромные существа громили лагерь, и лишь несколько исследователей оставались в живых. Каждый из них должен был быстро принять решение, покинуть опасное место или остаться и попытаться остановить то, что они сами разбудили. Петров, осознавая, что дальше уже нет пути назад, решил, что он должен искать своих коллег и остановить угрозу, прежде чем она вырвется за пределы Антарктиды. Пока Петров искал своих коллег, за пределами лаборатории ситуация становилась критической. Лед, который когда-то защищал лагерь, начал таять с угрожающей скоростью. Вода из тающих ледников стремительно заполняла озеро, подмывая берега и угрожая обрушением конструкции. Каждый час обостряла ситуацию не только борьба с мутировавшими существами, но и растущее давление окружающей среды. Огромные создания, вырвавшиеся из контейнера, начали бродить по лагерю, и вскоре звуки разрушения стали доноситься до Петрова. Он понимал, что время на исходе, и ему нужно как можно быстрее вернуться к своей команде. Внезапно он услышал громкие крики из соседней комнаты. Это была Анна Соколова. Петров бросился в ее сторону, надеясь, что она все еще жива. Когда он вошел в помещение, то увидел, как Анна сражается с мутантом, который пробивался через баррикаду из стульев и столов. Петров, не раздумывая, схватил тяжелый предмет и, ударив по мутанту, заставил его отступить. Анна, охваченная страхом и адреналином, быстро собрала свои вещи. «Мы должны выбраться отсюда!» — крикнула она. Они покинули комнату, но на их пути встали другие мутировавшие организмы, уже вышедшие за пределы лаборатории. Петров и Соколова не смогли избежать столкновения. Они бросились в сторону, и лед под ними вдруг треснул, открывая проход в полуподземный туннель, ведущий к другой части исследовательской базы. В этом переходе они наткнулись на оставшееся оборудование и приборы, которые, похоже, были оставлены в спешке. Петров и Соколова быстро начали искать способ запустить системы связи, чтобы отправить сигнал помощи. Мутанты в это время продолжали искать их, и время не давало шансов на ошибку. На поверхности ситуация становилась катастрофической. Лед, когда-то защищавший исследовательский лагерь, трещал, и большие его участки обрушивались в океан. Ученые, оставшиеся на поверхности, понимали, что им осталось всего несколько часов, прежде чем лагерь будет полностью затоплен. Это была не теория, они жили в реальной угрозе. Петров и Соколова, наконец, смогли наладить связь с оставшимися членами команды, которые находились в другом крыле лагеря. После нескольких напряженных минут они убедили команду эвакуироваться, прежде чем лед снова начнет таять. Каждый из них понимал важность сохранения данных о проекте, которые могли быть утеряны. Как только все собрались, они начали двигаться к выходу, но вскоре поняли, что мутированные организмы начали следовать за ними. Понимание того, что они разбудили нечто, что не должно было существовать, охватило команду. Каждая секунда их спасения была заполнена страхом и неуверенностью. Выбор, стоящий перед ними, стал явным. Либо они остановят эту угрозу навсегда, либо человечество столкнется с катастрофическими последствиями. Пока группа двигалась к выходу, звуки разрушений нарастали, а мутированные организмы не отставали. Каждый шаг приближал их к неизбежному столкновению. Петров и Соколова, пробираясь через коридоры, настойчиво искали укрытие, но вскоре оказались в открытом пространстве, где ледяные стены начали осыпаться. Они знали, что времени не осталось. Внезапно из-за поворота появилось несколько мутантов, и команде пришлось разделиться. Петров и Соколова оказались отделены от остальных. Несмотря на панику, Петров сумел удержать спокойствие. Он закрыл глаза на мгновение, чтобы сосредоточиться. В этот момент его внимание привлекла странная конструкция, заметная на фоне ледяных стен. Это был старый терминал, на котором еще горели индикаторы. Петров подошел ближе и начал быстро проверять систему, надеясь найти какие-либо данные о проекте Возрождения. На экране стали появляться изображения лабораторий, полных образцов и древних организмов. Вскоре он наткнулся на документы, указывающие на то, что этот проект был лишь частью более масштабной программы, направленной на создание нового поколения организмов, способных выживать в экстремальных условиях. Однако в отчетах также говорилось о том, что некоторые из этих созданий были непредсказуемыми и опасными, и что они не должны были покидать пределы лаборатории.
Неожиданно терминал выдал предупреждение. Система безопасности нарушена. Произошла утечка образцов. Петров понял, что мутированные существа, которые охотились за ними, были лишь частью более масштабной угрозы. Это были не просто создания, это были эксперименты, которые могли привести к глобальному катастрофическому исходу. Крики и звуки разрушений прервали его размышления. Соколова, пытаясь удержать мутантов на расстоянии, закричала: «Игорь, hurry up! Они близко!» Петров знал, что у него есть лишь несколько мгновений, чтобы сделать выбор. Он быстро скопировал данные о проекте на флешку и, бросив ее в карман, выбежал к Соколовой. Но когда он добрался до нее, ее окружали мутанты. Собрав всю свою силу, Петров бросился в бой. Он схватил ближайший тяжелый предмет и начал отбиваться от атакующих существ. В это время Соколова вытащила из своего рюкзака химический баллон и, используя его как оружие, распылила содержимое в направлении мутантов. Это дало им возможность отступить, но время истекало, бегство через коридоры стало борьбой за жизнь. На каждом шагу их преследовали мутанты, и лед вокруг них продолжал трещать, обрушиваясь в пропасть. Ученые понимали, что если они не остановят это безумие, последствия могут затронуть весь мир. Они должны были найти способ закрыть проект и уничтожить все образцы, прежде чем они достигнут поверхности. Петров и Соколова, пройдя через ледяные проходы, добежали до главного выхода. Но когда они открыли дверь, на них обрушилась реальность. Перед ними стояло огромное существо, вырвавшееся из глубин лаборатории. Его размеры превосходили все, что они видели, и оно излучало аурой, пронизанной энергией, которая могла разрушить все на своем пути. Секунды превратились в часы, пока Петров и Соколова искали пути спасения. Это было противостояние не только с созданием, но и с собственными страхами. Они знали, что у них есть только один шанс остановить нечто, что может угрожать человечеству. В этом мгновении, когда все казалось потерянным, Петров вспомнил о данных, которые он успел сохранить. Он понял, что единственный способ остановить эту угрозу — использовать информацию о генах, чтобы создать противоядие. Собрав волю в кулак, Петров с решимостью шагнул вперед. Он знал, что это будет их последний бой, и их выбор будет определять судьбу всего человечества. Петров и Соколова стояли перед громадным существом, излучающим мощную энергию. Оно сделало шаг вперед, и земля под ними задрожала. Это было результатом экспериментов с древними организмами, и понимание того, что они столкнулись с последствиями человеческой жадности, наполнило их страхом и решимостью. Секунды тянулись, и оба осознавали, что от их действий зависит будущее человечества. Петров быстро вспомнил информацию о генах, сохраненную из терминала. Он понимал, что ключ к спасению заключался не только в противоядии, но и в использовании данных для создания антивирусного препарата. «Анна, у нас нет времени!» — закричал он, указывая на оборудование, которое они проходили ранее. Им нужно было вернуться в лабораторию, чтобы получить образцы и материалы для создания противоядия. Соколова, осознав всю серьезность ситуации, метнулась к двери, но прямо перед ней встал мутант, уже обретший силу от ужасных экспериментов. Петров, не раздумывая, бросился на существо, пытаясь отвлечь его. Удары, которые он наносил, были жестокими, но мутант не реагировал. Ужас захлестывал его, но необходимость спасти мир придавала сил. «Анна, быстрее!» «Я удержу его!» — закричал он. Соколова, пробегая мимо, схватила химические реактивы и, прокладывая путь к лаборатории, начала смешивать их. У нее не было времени на ошибки. Она должна была создать противоядие, используя каждый доступный ресурс. Каждый жест был полон решимости, и в ее голове была только одна мысль — остановить это создание. Петров продолжал сдерживать мутанта, но его тело уставало. Внезапно он заметил, что по стенам лаборатории потекли ледяные струи. Это означало, что лед продолжает таять, и времени оставалось совсем мало. Наконец Соколова вернулась с несколькими флаконами противоядия. «Я сделала все, что могла! Теперь мы должны использовать это против него!» — закричала она, подбегая ближе к Петрову. Он понимал, что у них есть единственный шанс спровоцировать существо на атаку, а затем метнуть противоядие. Собравшись с силами, Петров и Соколова сделали шаг назад, затем вместе отвлекли мутанта. Петров закричал, и существо, разъяренное яростью, бросилось на них. В момент, когда оно прыгнуло, они метнули противоядие прямо в его пасть. Жидкость прорвалась в организм, и мощный звук раздался по лаборатории. Существо заколебалось, а затем с гневным ревом начало меняться. Оно теряло агрессивность и постепенно успокаивалось. Петров и Соколова стояли, не веря своим глазам. Существо дрожало, медленно замерло, а затем рухнуло на землю, выбросив остатки своей энергии в воздух.
«Мы сделали это! Мы остановили его!» — воскликнула Соколова, обнимая Петрова. Но они знали, что это лишь первая победа. Лаборатория, все еще осыпающаяся, требовала немедленных действий. Им нужно было спасать оставшихся членов команды и уничтожать все образцы, прежде чем они смогут причинить вред. Понимание того, что катастрофа была предотвращена, не убрало угрозу, все еще витавшую в воздухе. Лед продолжал таять, и они знали, что настоящая борьба впереди. Петров и Соколова рванулись к выходу, понимая, что их действия определяют не только их жизни, но и будущее всего человечества. Петров и Соколова, выбравшись из рушащейся лаборатории, быстро направились к спасательной зоне, где собрались остальные члены команды. Напряжение продолжало витать в воздухе, но решимость в глазах людей стала заметнее. Каждый осознавал, что они пережили нечто ужасное, и их действия влияют не только на их жизни, но и на будущее человечества. Когда они достигли спасательной зоны, Петров собрал оставшихся ученых. «Мы должны уничтожить все образцы и оборудование, чтобы предотвратить повторение этого кошмара», — сказал он. Все согласились с ним. Внутри команды возникло понимание: если они не примут меры немедленно, последствия могут быть катастрофическими. Работа началась в спешке. Ученые действовали слаженно, осознавая, что каждая секунда имеет значение. Они быстро собрали все образцы, оборудование и данные, которые могли представлять опасность. Лед, который поддерживал лагерь, уже начал трещать, и огромные глыбы падали в океан, создавая мощные волны. Когда последние образцы были уничтожены, команда стояла на краю лагеря, глядя на темные воды, поглощавшие их труд. Петров и Соколова обменялись взглядами, понимая, что их действия остановили не только непосредственную угрозу, но и запустили процесс необходимости защиты планеты. Событие в Антарктиде всколыхнуло научное сообщество и привлекло внимание мировых СМИ. Информация о произошедшем распространилась быстро, и миллионы людей узнали о том, как природа может угрожать человечеству. В последующие месяцы мир стал внимательнее относиться к изменениям климата. Ученые начали активно обсуждать необходимость международных исследований и создания защитных программ, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем. Петров и Соколова стали символами борьбы за сохранение экосистемы, их история вдохновила многих на активные действия. Антарктида, когда-то воспринимаемая как дикая и недоступная, теперь стала местом, где научные исследования обрели новое значение. Международные инициативы по изучению и защите уникальных экосистем начали развиваться. Открытия о древних организмах стали основой для новых исследований в медицине и экологии. Пока лед продолжал таять, ученые осознали, что это не просто изменение климата, а призыв к действию. Все это звучит так серьезно, что даже пингвины в Антарктиде начали беспокоиться. Если вы тоже хотите быть в курсе, как спасти планету и не пропустить ни одной захватывающей истории, подписывайтесь на наш канал. А если вам нравится то, что мы делаем, поддержите проект. Ссылка в описании или QR-код на экране. Петров и Соколова знали, что их борьба не закончилась. Они должны продолжать стремиться к сохранению планеты для будущих поколений. Каждое действие на пути к восстановлению стало важным. Они стали частью глобального движения, объединяющего людей для общей цели. Стремление к пониманию и защите окружающей среды стало новой надеждой. Хотя вызовы оставались, они знали, что вместе смогут преодолеть любые трудности. Антарктида с ее тайнами и загадками стала символом нового начала. Начало, где человечество осознавало свою ответственность и способность к переменам.